Приветствую, друзья мои! С вами снова канал Готовим с Тимуром. Прекрасный солнечный день, и мы с супругой решили приготовить шурпу. Казахская, узбекская шурпа. Но мы сделаем свой вариант. Очень вкусное жидкое блюдо, которое нравится практически всем, особенно после вчерашнего хорошего застолья. Давайте сейчас посмотрим ингредиенты и начнем разжигать наш костер, огонь. А сегодня нам понадобится для нашей шурпы это помидорка одна, лук. Взяли мы одну морковь. Здесь у нас мясо говядины. Здесь присутствует и косточка, и жирок. Я думаю, навар будет отличный. Далее соль, картофель. Вот эта вот приправа очень подходит к первым блюдам, очень вкусно. А из специй мы взяли кориандр, перец и паприку. Сейчас мы все это положим в казан, зальем водой и начнем разжигать наш костер. Пока мы еще не разожгли огонь, мы сразу отправляем наше мяско в казан. Далее тут же ложим пару луковиц и нарежем нашу морковь. Морковь можете резать крупно. Давай. Заливаем водичку. Отлично. Сразу мы подсолим. Закрываем наш казан и разжигаем наш огонь. Помощник сидит. Что там, Ватсон? А, Ватсон? Сидеть. Молодец. Умница. Да, друзья, скажу сразу, что многие в это блюдо ложат болгарский перец, но так как нам не особо нравится вареный, мы решили его не ложить. Друзья, наш бульон потихоньку начинает закипать. И я думаю, самое время убрать пенку. Она нам здесь не понадобится. Вот так вот. У нас тут мороз, поэтому у нас все парит. Берем пенку. Если бы еще было видно, цены бы не было бы. Пенку по возможности убрали. Открываем. Пену мы уже сняли, теперь делаем минимальный огонь, немножко приоткроем вот так вот крышечку. И будет вариться у нас 1,5 часа, после чего мы будем добавлять остальные ингредиенты. Друзья, прошло у нас 1,5 часа. Мы убираем лук, так как он уже отдал все питательные свойства свои и даже немножко развалился. Было у нас 2 луковицы. Да? Порежем нашу картошечку. Картошку мы будем также резать крупно. Тут же порежем одну помидорку. Резать мы ее будем кубиками. Забросим мы вместе с картофелем. И отправляем наш помидор в нашу шурпу. И сразу же картошечку. Сделаем сейчас большой огонь. Да, мы сейчас вытащим мясо и порежем его сразу. Добавим черный перчик по вкусу. Также добавим паприки. Немного кориандра, совсем чуть-чуть, чтобы он наш вкус не перебивал. Ну и ту самую приправу, которая универсальная. И немного перемешаем. Пойдет. Вкусно. Поскольку костный мозг у нас
шурпу не добавляется, я это сделаю вот так вот. Огонь. Огонь, друзья. Костный мозг не идет в шурпу. Поэтому я решил его не выбрасывать, а просто съесть. Класс. Ой, великолепно. Жесть. На. Не. А что? Теперь, друзья, срезаем мяско, мы его нарежем и тут же бросим в казан. Говядинка у нас приготовилась. А вот ножи у нас что-то тупые, да? Нет, почему острые? Вот так порезал. Так холодно просто очень. Делаем кусочки, какие вам нравятся. Ну и так всю косточку. Мяско мы уже порезали и добавляем нашу шурпу. Засекаем 15-20 минут до готовности картофеля и будем пробовать. Ну, вид уже шикарный и запах тоже. Последний ингредиент: немного укропа, зеленого лука и кинзы. И добавляем зелень. Сейчас перемешаем, и можно сказать, что шурпа наша уже готова. Ну, друзья, пробуем, что у нас получилось. Какая красота. Отлично. Вот, друзья, мы и приготовили нашу замечательную шурпу по нашему домашнему рецепту. Можно импровизировать, от этого хуже не будет. Основа хорошего бульона, или как в нашем случае шурпы, это хорошая косточка. Без косточки никогда не будет навара. Пробуем. С зеленью. Обалденно. Запах костра присутствует. Я просто точусь. Очень вкусно, друзья. Что, друзья, вот мы и приготовили с вами супер шурпу в казане на костре. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения, побольше вкусных рецептов и всем добра. Пока. Не мерзните, надо было сказать. Давай. Давай. Друзья, холодно, а тут у меня горячая шурпа с запахом костра и с трактором на заднем фоне. Не собака, так трактор. Спасибо. Теперь этот накладывать мне надо, чтобы кадр. Вот сюда иди. Там дым. Давай быстрее. Там дым.